Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Василий Шевчук, и я приветствую вас на моем канале. Желаю всем крепкого здоровичка, огромных знаний в системах Android, и тем, кто желает приобрести эти знания, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребята, сегодня опять речь пойдет вот об этой приставке X96 Max. Версия прошивки 0.8. И как вы помните, я сделал последнюю версию 0.8. Сегодня мы сделаем бэкап архив. Бэкап сохраним на наш USB накопитель. Как вы видите сейчас у меня вот здесь. Если вы здесь видите, вот здесь в кружочке 3 уведомления. Нажимаем на кружочек, и мы видим, что у меня подключен один USB накопитель, второй USB накопитель. И также просьба зайти в свой аккаунт. Я сейчас вышел с аккаунта для того, чтобы нам сделать бэкап архив. И вот такой вот вы получаете главный лаунчер. Тут будут у вас израильские телевидения. Это для израильских пользователей. Сейчас давайте сделаем бэкап архив. И вот наша прошивка. Также здесь уже будет настроен iStream Media контроллер. Уже будет настроен. Сейчас он спрашивает возможность просматривать USB накопители. Подключена вот эта приставка X96 Max. И к ней подключена через хаб. И мы здесь видим, уже будет у вас в бэкап архиве настройка iStream Media. Далее, также здесь уже будет обновленная версия EasyMod. Как вы видите, вот сейчас он подключается, и вот здесь уже те программы, которые установлены и можно обновить. Далее, что вы здесь еще получите? Также все установлено, есть линейка программ по выбору. Также я здесь уже настроил некоторые настройки. Вот здесь в Droid настройках на Picture я вам здесь уже все настроил. Все будет настроено, прекрасно работать. Давайте мы сейчас перезапустим систему в стоковый recovery. Для этого у нас есть программа для перезапуска в Recovery TWRP, Recovery стоковый. И где нам, извиняюсь, я забыл, где нам взять Recovery TWRP. Recovery TWRP я вложил вот сюда файл Linked хранилища. Файл Linked хранилища, у меня есть видео. Вы можете посмотреть, вверху будет подсказка об этом файл Linked хранилища. Сейчас, как вы видите, вот я уже здесь ввел свои паспорт, данные, как войти в файл Linked хранилища. Также есть пин-код для подключения. И вот тут у нас есть сообщение, что вы зашли в файл Linked хранилища. Файл Linked хранилища вы найдете файл Recovery TWRP от Виталия. Этот Recovery TWRP, вот он, как вы видите, TWRP Виталия 3.3.1. Его можно скачать себе на коробочку. Мы сейчас скачиваем этот файл и смотрим. Как вы видите, наш файл скачался на коробочку.
Теперь этот файл нам надо скопировать в флеш-накопитель. Флеш-накопитель обязательно этот файл надо вложить в корневую, в главную папку самого флеш-накопителя. Давайте мы выйдем сейчас в файл linked хранилища, и я вам покажу этот файл на коробочке. Я устанавливаю всегда в прошивке Root Explorer. Через Root Explorer мы заходим вот сюда на папку $. В папке $, у нас файл linked создает папку. И вот наш Recovery TWRP. Сейчас этот Recovery TWRP надо скопировать на флеш-накопитель. Отмечаем 3 секунды флеш этот файл. У нас появляется меню. Меню. Берем вот здесь кнопка копировать. Нажимаем на кнопку копировать. И мы сейчас выходим в SD-карту. То есть, как зайти в SD-карту? У вас, естественно, будет вот такой root. Откроется. Нам надо зайти в папку Storage. Заходим в папку Storage. И вот два флеш-накопителя, которые у меня сейчас подключены к самой коробочке. Мы берем этот файл, копируем вот сюда на корневую. Я копирую этот файл, вот нажимаю на эту кнопку «Вставить». Он, естественно, мне говорит, что уже существует этот файл у меня на флеш-накопителе. Если у вас не будет, вы отмечаете кнопку «Да». Я сейчас этого делать не буду, так как у меня уже в флеш-накопителе вот здесь лежит этот файл. Копировали файл, сохранили его на флеш-накопителе, и сейчас мы идем вот сюда на эту программу и перезапускаем в Restore to Recovery. Наша прошивка перезапускается в стоковый Recovery, и пока она перезапускается, ребята, еще раз обращаюсь к своим подписчикам. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки. И тем новым подписчикам, которые подпишутся на канал, не забываем отметить все видео, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Ну и сейчас, как вы видите, зашло в стоковый Recovery, и тут у нас идет управление оригинальным пультом. Фляй-пультом не получается вот этим фляй-пультом, но есть фляй-пульты, которые управляются. Давайте управлять оригинальным пультом. И мы идем на 4-ю строку. Sample Update from Exit. То есть те накопители, которые у нас есть подключены к самому боксу. Идем на USB накопитель. И вот наш Recovery TWRP от Виталия. Большое ему спасибо. Прекрасно работает на процессорах Amlogic S905X3. И в первую очередь мы выбираем русский язык. Русский язык мы выбрали. И сейчас протягиваем свайп вправо. И идем на папку монтирования. Включаем System раздел. Включаем Vendor раздел. Все остальные разделы нам не нужны. Если у вас здесь будет подключен microSD карт, значит microSD карт. Также можно через microSD карт делать бэкап архив. Далее выбрали, идем вот сюда на треугольничек. И мы выбираем резервное копирование. Отмечаем все разделы. Лого, System, Image нам не нужен. Если кто-то желает, пожалуйста, можете сделать. Но у нас уже System вот здесь присутствует. Кэш.
все разделы нам надо отметить, кроме тех разделов, которые нулевые. Вот этот нулевой раздел, он нам не нужен. И также с Vendor разделом мы отмечаем только этот раздел. Vendor Image, если кто-то желает, пожалуйста, отмечайте. Эти разделы пустые разделы. Сейчас нажимаем вот на эту кнопку «Выбор накопителя», и у нас появляется выбор накопителя или в память устройства, то есть в бокс, или на USB накопитель. Если у вас будет подключена microSD карта, естественно, должен определить объем этой SD карты. Я сейчас выбираю в USB накопитель и нажимаю ОК. И все, что нам останется, это протянуть свайп вправо. Так как я уже сделал этот бэкап-архив, я вам покажу его сейчас на флеш-накопителе. И вот он, мой бэкап-раздел. Этот бэкап-раздел я выложу у себя на сайте прошивок. И этот раздел будет называться x96 плюс 2 2009-01. На этом обновлении сделана прошивка. И здесь будет добавлена версия 0.8. Этот раздел вы сможете взять, скопировать с сайта прошивок, разархивировать и вложить в USB или флеш или microSD накопитель. И оттуда поднять эту прошивку уже настроенными программами на бокс, учитывая, что есть 0.6 версия, 0.7 версия, и эта 0.8 версия у вас поднимется на бокс через ваши флеш-накопители. Вы получите версию 0.8. Вот такое вот, ребята, видео. Теперь есть здесь небольшое, но в этом Recovery TWRP для того, чтобы перезапустить бокс, надо обязательно не нажимаем на кнопку перезапуск, так как у вас застрянет и будет только мышка бегать и оставлять следы. Надо зайти в дополнительно и вот здесь в терминале напечатать reboot. Напечатали reboot и нажимаем на ОК. Наш бокс перезапускается, и мы сейчас зайдем в ту прошивку, которую мы сделали после поднятия бэкап архива. Вот такое, ребята, видео. Пожалуйста, пользуйтесь. Бэкап архив будет в сайте прошивок. В описании будет ссылка на сайт прошивок. Всем, ребята, крепкого здоровечка, огромных знаний в системах Android. И тем, кто желает приобрести эти знания, вы, естественно, попали на правильный канал. Будьте здоровы. До свидания. До следующего видео.